Есть места, как здесь, на Венце, где природа такая красивая, что душа поет, и рождается поэзия. А яркие краски руками талантливых мастеров превращаются в искусство. Мой родной город Вязники, а твой поселок Мстёра. Такие маленькие, но зато у нас веками живут традиции и любовь к красоте. Некоторые считают, что у нас не на что посмотреть. Но мы-то знаем, что это не так. А кстати, ты знаешь, почему эта площадка венцом называется? Догадываюсь, из-за изгиба реки. Отсюда он очень похож на старинный девичий головной убор «Венец». Именно так. А ведь таких интересных преданий о наших местах немало. Это точно. Вот, например, ты в курсе, когда появился поселок Мстёра? Наверное, много веков назад? Ты права. По легенде, еще в XII веке князь Андрей Боголюбский решил построить в устьях рек Тары и Мстёрки церковь Богоявления в память о своем отце, знаменитом Юрии Долгоруком. А в документах это место упоминается лишь в начале XVII века, как Богоявленская слобода. Официальное же название Мстёра появилось только в XIX веке. И сейчас дух той старой Мстёры можно почувствовать, проходя мимо вот таких интересных зданий. А про город Вязники тоже легенды есть. Много веков назад он был торгово-ремесленной слободой древней крепости Ярополч. С XV века Вязниковская слобода развивалась и крепла. Но сам город официально учредили лишь в XVIII веке. Любопытно, кстати, а почему у города название такое – Вязники? Это по-разному объясняют. Например, потому что в окрестностях было много, как говорили в старину, вязников, небольших вязовых лесов. Некоторые историки считают по-другому, что город появился на вязком месте, под горой, ближе к реке. Отсюда и название. Слушай, а название Мстёра, потому что поселок мастеров? Хотелось бы, но все намного прозаичней. От финно-угорского мста, то есть темная вода. А у реки красивые монастыри стоят. А какое они имеют отношение к знаменитым мстёрским художественным промыслам? Самое прямое, ведь здесь как раз промыслы и зародились. Вот Свято-Богоявленский мужской монастырь XVII века. Он прославился своей иконописной мастерской. А вслед за писанием икон местные мастера освоили художественную обработку металла, потому что нужно было создавать оклады и фольгу для икон. Смотри, тут даже стены расписаны. А какие изящные купола! Кстати, Мстёра уже к концу XIX века была самым крупным иконописным центром России. Вот это да! А что же с ним стало после революции? В 1923 году 7 художников организовали артель древнерусской живописи, которая в 30-е годы получила название «Пролетарское искусство». Со временем иконописцы начали создавать удивительные лаковые миниатюры. Мастера научились делать шкатулки в технике папье-маше. Их расписывали темперными красками, которые делали по старинным рецептам на яичной эмульсии, как для создания икон, а потом шкатулки покрывали лаком. Видишь, какие разнообразные сюжеты? Тут и пейзажи, и сказки, и исторические события, и даже сценки из жизни. Как же сложно, наверное, писать такие миниатюры. Ты заметила, мстёрские художники избегали черного фона, использовали в основном зеленовато-голубую, желтую и красную цветовую гамму. Да, такая богатая палитра, светящийся цвет. Наверное, поэтому шкатулки такие особенные, праздничные. Да, у мстёрской миниатюрной живописи собственный уникальный стиль, и его сохраняют и современные мастера в центре традиционной мстёрской миниатюры. Кстати, сегодня здесь иконы тоже пишут. Посмотри, какое богатство и разнообразие.
Интересно, а можно научиться этому искусству? Да, будущие художники как раз в Мстёре учатся. У меня много друзей из Мстёрского института лаковой миниатюрной живописи имени Мадорова. Это филиал знаменитой высшей школы народных искусств. Здесь преподают известные мастера: народный художник России Владислав Никосов, член Союза художников Валерия Борисова и многие другие. Наверное, это очень важно, что студенты учатся у носителей секретов мастерства. В институте и свой музей есть. Смотри, какие шикарные шкатулки, пластины. Здесь работы именитых мастерских мастеров представлены и выпускные композиции лучших студентов. А это гордость института, научно-конструкторская лаборатория. Она единственная в стране имеет патент на производство папье-маше. А организует всю работу здесь директор института Юлия Уколова. Какая красивая вышивка! Здесь этому тоже учат? Конечно, ведь это еще одна наша гордость. Мстёрская вышивка – знаменитый художественный промысел. Посмотри, какая красота! Такие тонкие и затейливые узоры. Да, это белая гладь, одна из самых нарядных. Красиво выглядит такая вышивка и с лицевой, и с изнаночной стороны. Вышивка делается белыми нитками по белому полю. Кстати, сегодня в этой технике используются и цветные нитки. Какое же нужно терпение, чтобы так аккуратно все вышить? А это знаменитый Владимирский шов. Его изюминка в крупных стежках. Это верхошов, и в нем больше всего красного цвета. Каких вышивок тут только нет. И русская гладь, и цветная. Кстати, говорят, что вышивка белой гладью зародилась в 17 веке в женском монастыре святителя Иоанна Милостивого. Он находится буквально через стену с Богоявленским монастырем. Считается, что только мстёрские вышивальщицы владеют этой техникой в совершенстве. Интересно. Получается, красота духовная вдохновляла мастеров создавать красоту рукотворную. А у нас в Вязниках тоже есть особое место – Благовещенский монастырь. Он, кстати, в 17 веке строился. Это самый древний памятник нашего города. Смотри, как изящно оформлены стены храма.
А если хочешь узнать историю города Вязники, как прославили его с петровских времен льняные и полотняные промыслы, или о героях и событиях уже 20 века, или если хочешь посмотреть картины художников, все это в Вязниковском историко-художественном музее. А это что за храм такой яркий? А это Крестовоздвиженский собор начала XIX века. И здесь есть братские могилы солдат, погибших от ран в вязниковских госпиталях в годы Великой Отечественной войны. Это наша память. Да, хоть в наших краях и не было боев, но сотни жителей района ушли на фронт. Как раз хочу показать тебе нашу аллею славы. Это один из символов Вязников, целый архитектурный комплекс. Открыли его к 30-летию Победы. На мемориал привезли вечный огонь из Москвы с могилы неизвестного солдата. Это высокое место особое. Когда вязниковцы уходили на фронт, отсюда они в последний раз бросали взгляд на родные места. Смотри, на стеле выбиты изображения и цифры о героях войны и тружениках тыла. Да, только представь, в годы войны небольшой Вязниковский район дал стране 26 героев Советского Союза. А это памятник космонавту? Да, это тоже наша гордость. Дважды герой Советского Союза Валерий Кубасов родился в Вязниках. Он 3 раза летал в космос. А знаешь, как раз в это время, в начале 70-х, активно развивалось производство на нашем заводе «Мстёрский ювелир». А к 40-летию Победы ювелирный завод выпускал орден Отечественной войны 2-й степени из серебра. Наверное, на заводе тоже продолжаются традиции народных художественных промыслов. Да, мстёрские мастера с 18 века украшали иконы медными и серебряными окладами. В советское время на базе медно-прокатного производства создали ювелирную артель. Со временем мастера виртуозно освоили тончайшую технику скани. В работе требуется усидчивость, точность и аккуратность. Здесь столько сложных процессов можно увидеть: и литье, и гравировку, и полировку изделий. Сегодня завод «Мстёрский ювелир» считается одним из ведущих в России предприятий народно-художественных промыслов по художественной обработке металла. Это настоящие ажурные чудеса. Смотришь на такую красоту, и хочется что-нибудь увезти с собой. Красивое украшение или маленькую ложечку. А может, изящный подстаканник? А как же богато мстёры на мастеров? Как разнообразно их искусство. Наверное, у вас в Амстёре одни художники живут? Почти. В некоторых семьях уже целые династии образовались. Давай зайдем в Амстёрский художественный музей. Еще раз насладимся красотой, которую они создают. Мы сегодня просто погружены в искусство. И к этому великолепию невозможно привыкнуть. Какие прославленные имена: Евгений Юрин, Иван Фомичев и многие-многие другие. А я знаю еще одного вязниковца, который прославился на всю страну. Это поэт Алексей Фатьянов. Да,
Алексей Фатьянов писал стихи, которые замечательно ложились на музыку. Даже в самые трудные военные годы людям становилось от них легче и светлее. А после войны песни Фатьянова звучали в фильмах, их с удовольствием пели люди и даже считали эти песни народными. И какие песни! На солнечной поляночке, в городском саду, когда весна придет, соловьи. Даже я некоторые строчки знаю. А это музей песни 20 века. Его открыли в память о поэте в родовом доме Фатьяновых. Смотри, вот здесь кабинет поэта, его рабочий стол, книги, некоторые вещи. А вот витрина как ромашка, посвящена жене и музе поэта Галине Николаевне. Сколько же здесь музыкальных инструментов собрано, патефонов, проигрывателей. А еще в музее проводят песенные конкурсы и концерты. Сюда приезжают в гости известные музыканты. Кстати, это была одна из традиций в семье Фатьяновых – гостеприимство. Алексей Фатьянов обожал собирать своих друзей. И эта традиция продолжается до сих пор. Где же вы теперь, друзья, одной молчания, мои вестники мои? Да тут целая стена автографов. Ну-ка, кто здесь побывал? Да, хорошая поэзия и песни всех объединяют. У нас каждый год уже десятки лет проводится знаменитый Фатьяновский фестиваль. На Фатьяновской площадке собираются известные артисты, музыканты, композиторы и зрители со всей страны. Приезжают на праздник и потомки поэта. Все вместе они вспоминают Алексея Фатьянова и поют любимые песни. Потому что они искренние и мелодичные. Мне кажется, их все поколения понимают. Да, Фатьянов любил свой край, родную землю, реки, луга, березовые рощи, соловьиные трели. Все это вдохновляло поэта. Я поняла, Вязники – город музыкальный и певучий, а наша Мстёра в разных ремеслах мастерица. Вот это путешествие у нас получилось. В гостях друг у друга побывали. И по-другому взглянули на нашу красоту.